Сегодня очередной выходной. Начинаем мы наш путь из города Монфальконе и едем мы на гору Матайюр. От Монфальконе до самой горы Матайюр 74 километра. Но нам было очень интересно посмотреть. И вы же знаете, я люблю снег. А когда же его увидеть, если не зимой? С правой стороны сейчас будет находиться от нас местность Ангорис. Ангорис был основан в 1648 году. Австрийский император Фердинанд III подарил очень предприимчивому офицеру Локателло 300 полей очень плодородных земель за услуги во время 30-летней войны. Сейчас эта фамилия Локателли, и 3 века спустя Тенута Ангорис – одно из самых престижных винодельческих хозяйств Фриули. Сейчас у Ангориса 620 гектаров земли, из которых 130 используются под виноградники. Поэтому, когда мы едем, мы видим сплошные виноградники. Вина под марками Вилла Локателли и Ангорис выпускаются только из винограда, который растет на собственных виноградниках. А сейчас мы подъехали к городу Кармонс. Первое упоминание о виноградниках в этом районе относится к XIII веку. Представляете? Больше всего меня поразило то, что Cantino Produttori di Carmonz, производители вин Кармонса, известна своим виноградником мира. В этом винограднике 400 сортов винограда с 5 континентов. Из них изготавливается белое вино, разливается по бутылкам с этикетками, изготовленными великими художниками. И ежегодно с 1985 года это вино отмечается на провинциальном фестивале винограда в сентябре и рассылается главам государств всего мира как приглашение к миру и братству. В ближайшее время мы надеемся посетить и город Кармонс, и виллу Локателли, и покажем их достопримечательности. Если вам интересно об этом послушать и посмотреть, напишите комментарий, стоит ли нам готовить для вас видео на эту тему. Мы все равно туда поедем, нам это интересно, но мы бы хотели узнать ваше мнение. Будет ли вам это интересно? Мы все ближе и ближе к горе Матайюр, и ее уже видно издалека. С правой стороны сейчас видно реку Натисоне. Сейчас кажется небольшим ручейком, правда? Весной она разливается гораздо шире. Вон там вдалеке гора Матайюр. Несмотря на свою небольшую высоту, она легко узнаваемая на равнине Фриули. Гора Матайюр имеет высоту 1641 метр и находится недалеко от города Чивидале-дей-Фриули, но сама гора находится на самой границе со Словенией. Принято считать, что лангобардский король Альбоино или Альбойно поднялся на Матайюр, чтобы полюбоваться плодородными фриульскими равнинами, на которые он собирался напасть. И было это в 560 каком-то году. Представляете, как это было давно? Справа от нас идет дальше дорога на Словению, а мы поворачиваем налево и поднимаемся в гору. До высоты 1320 метров идет асфальтированная дорога, и можно подняться на машине или на велосипеде, а можно и пешком сделать хорошую прогулку по лесу. Жаль, что вам не видно этих красот сбоку, но я хочу остановиться вот на этом маленьком городке. Называется он Массерис и состоит буквально из нескольких домов, может десяток. Расположены все домики прямо вдоль дороги, и посмотрите, насколько близко это все расположено. Сейчас я остановлю прям камеру. И помните, я вам рассказывала о традиции сжигания рождественского полена. Ссылка на это видео появится в правом верхнем углу. И вот с левой стороны на лестнице лежит полено, украшенное цветами. Массерис находится на высоте 761 метр над уровнем моря. Это сейсмическая зона с очень высокой вероятностью землетрясений. Проживает всего 81 человек. Но мы поднимаемся все выше и выше, и очень скоро прибудем на место. Пока мы едем, я еще немного расскажу о горе Матайюр. Во время Первой мировой войны Матайюр был частью последней линии обороны Италии. Сама гора вошла в историю, так как во время битвы при Капаретто будущий фельдмаршал, а в то время лейтенант Роммель во главе немецких рот начал быстрое наступление, используя тактику внезапного нападения. Он покорил эту вершину, взяв с собой почти 9000 пленных и огромную военную добычу. Все это происходило больше 100 лет назад. А в наше время гора интересна для туристов, для пеших и велосипедных прогулок. И очень много людей приезжают сюда, на эту гору, с 2 стран – Италии и Словении. Летом здесь очень много туристов и из Австрии, и из Германии. Посмотрите только на этот вид справа. Мы выше облаков. Прямо перед нами видна астрономическая метеорологическая обсерватория.
Она была открыта в 2013 году и используется как для научных, так и учебных целей. Ну вот мы приехали в наш пункт назначения. Посмотрите, сколько машин здесь на этой горе. Люди приезжают сюда с семьями, с детьми, катаются на санках и тоже любят снег. Вот так выглядит убежище Гульельмо и Джованни Пелиццо. На первом этаже там ресторан и бар, а рядом такие информационные стенды на нескольких языках, где мы находимся и по какой тропе можно подняться к самой вершине горы Матайюр. Вот такой вид открывается с площадки убежища Гульельмо. А сейчас муж мой поднялся выше, я еще только поднимаюсь. Но посмотрите, какая красота, какие облака. И облака ниже нас. Очень интересное, захватывающее чувство, когда ты находишься в горах и снизу, внизу, в самом низу облачность. То есть ты видишь те облака, которые закрывают солнце людям, но ты находишься сверху, и тебя обогревает солнышко, так и хочется снять куртку. Наша цель – подняться вот туда, на самый-самый верх. На вершине горы стоит церковь Христа Искупителя. Эта церковь впервые была построена в 1901 году во знаменование 19 веков искупления. Но сначала она была поражена молнией, а затем разрушена военными событиями, связанными с битвой при Капаретто. Ну что вы скажете? Вам нравится такой вид? Мы выше облаков, в самом низу видны поселения, которые мы только что проехали. А до вершины осталось совсем чуть-чуть. Преодоление себя – это всегда захватывающе, это всегда радость после того, как ты что-то смог сделать новое. Интересно или неинтересно – это все относительно. Но если ты себя преодолеваешь, это приносит такое удовольствие, такую радость, счастье, кучу адреналина, кстати.